Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами сегодня общий расклад на тему «Ваши отношения его глазами». У нас будет 3 позиции. Первая, вторая, третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Выбирайте свою позицию. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу. И начиная с первого варианта, давайте будем смотреть ваши отношения его глазами. Итак, посмотрим на ваши отношения его глазами. Давайте спросим, как он относится к вам. Как относится к вам загадный человек. Как он к вам относится? Вы знаете, он ценит ваше партнерство. Он считает, что вы чувствуете, понимаете друг друга с полуслова. Вы знаете, когда вам нужна вот эта вот взаимопомощь. И очень важно, что вы даете друг другу вот именно эту взаимопомощь. Вы здесь полноценные, полноправные партнеры. И вы знаете, здесь он понимает, что благодаря вам, благодаря союзу с вами, у него есть возможность двигаться вперед. Двигаться вперед, причем не просто к каким-то целям, к каким-то желаниям, стремлениям, а именно достигать победы. И на самом деле он по праву считает себя победителем во многих аспектах, возможно, даже не просто в ваших отношениях, а в сфере работы, в сфере карьеры, каких-то целей и задач, которые он ставит себе помимо ваших взаимоотношений. Но он понимает, что успешным он может быть только благодаря вот именно партнерству с вами. Он понимает, что вы ему необходимы для того, чтобы вот именно двигаться вперед. При этом, вы знаете, я не могу сказать, что он у вас супер романтичный. Да, эмоции есть стабильное такое ощущение вот этого вот партнерства между вами, стабильное ощущение необходимости, то, что вы нужны друг другу. Но здесь какой-то человек, он не романтик, он прям вот здраво, четко, трезво смотрит на все происходящее. Серенады под окном вряд ли будет петь. Как, по его мнению, вы к нему относитесь? Тепло к нему относитесь. И вы знаете, нужно сказать, что вы два сапога пара. Он не очень романтичный, и вы более прагматичные, да, то есть вы два прагматика. Здесь нет каких-то вот таких вот супер бабочек в животе. Он понимает, по его мнению, он является для вас важным, значимым человеком. Если у вас семья, то именно вот ценит формат вот этой вот семьи, понимает, что вы тоже этот формат цените. Он видит, что, глядя на него, вы стремитесь достигать вот так же цели. Такое ощущение, что вот вы как в зеркало глядитесь, вот два сапога пара. При этом он видит вашу готовность стараться и вкладываться в ваши отношения. То есть не просто села на шею, поехала, а именно карта партнерства, именно осознание того, что я помогу тебе, а ты поможешь мне. Причем здесь все без доли корысти. Здесь все очень на таком достойном, на таком стабильном и продуктивном уровне. И это действительно стоит ценить. Как он видит ваши отношения сейчас? Как он видит ваши отношения с ним сейчас? Женщина-лидер. Благодаря, вы здесь вот прям пара, король жезлов, королева жезлов, вы прям вот знаете, вот действительно два сапога пара. Во-первых, здесь есть желание и стремление двигаться вперед, есть общие цели, есть возможности достигать этих целей. И здесь вот на текущий момент женщина
горит идеей двигаться вперед. Он понимает, что вы тот катализатор, вы та путеводная звездочка, которая его ведет вперед. При этом романтика, как он считает, здесь есть. Он не считает вовсе ваши отношения сухими. Он, да, действительно видит и понимает, что нужно идти вперед к тем новым берегам, совместным берегам, которые вы себе настроили, наметили. И здесь у вас нет каких-то разночтений, нет расхождений. Вы хотите с ним одного и того же. Вы соглашаетесь друг с другом. При этом присутствует романтика. При этом здесь действительно есть чувства и эмоции. Просто вот эта романтика, она в рамках прагматичности. Здесь ни у кого крышу не сносит, здесь ни у кого не срывает голову от того, что там один страдает, другой не любит, один там готов серенады петь под луной, другой там хочет еще чего-то. Нет, здесь у вас очень такие гармоничные взгляды на ситуацию и обоюдные вот эти вот взгляды. Вы друг друга очень понимаете. Что ему нравится в ваших отношениях? Что ему нравится в ваших отношениях? Он любит и он любим. Есть цели, которых нужно достигать. Есть, ну, опять же, пара, да, король кубков, королева кубков. Он понимает, что вот вы именно идеально дополняете друг друга. Когда у вас настрой на прагматику, либо на цели, вы оба настроены на эту прагматику. Когда настрой на романтику, да, хочется приятного такого, чего-то такого ванильного, вы оба настраиваетесь на вот эту ваниль. Вы друг друга очень-очень хорошо чувствуете, вы очень эмпатичны, и ему это нравится. Плюс, смотрите, здесь вот вы на пороге какого-то нового такого витка. Здесь новая страничка у вас ждет, да, новая глава вашей жизни. Если есть детки, либо планируете детей, то вопросы, связанные с детьми. И на самом деле здесь его отношение к тому, что между вами происходит, оно очень такое здравое, очень такое прочное, стабильное, обоснованное. Но ему очень нравится, что вы действительно любите друг друга, и эти чувства взаимные. Что же не нравится ему? Что ему не нравится в ваших отношениях? Порой вы оба бываете одержимы идеями. Причем, вы знаете, вот в какой-то момент, да, вы хотите одного, вы чувствуете друг друга, но порой у вас, знаете как, вот один стремится вперед, а другой как будто немножко медлит. Здесь такое ощущение, что либо вы говорите «скорей, скорей он, да подожди», либо он говорит «скорей, скорей», а вы говорите «подожди». И вот здесь, вот знаете, как лебедь, рак и щука. Один тянет туда, другой тянет сюда. Но это скорее касается сроков, временных рамок, когда что-то быстрее, скорее, что-то медленнее, позже. Вот этот момент, причем этот момент, он такой, посмотрите, он состоит из 3 старших арканов. Он такой весьма значимый, весьма такой весомый. Он играет такую важную роль в том, что действительно происходит между вами. И здесь важно уметь как-то договориться. Но основываясь на общих целях и на взаимных чувствах, у вас, судя по всему, до сих пор удавалось вам договориться и найти какие-то компромиссы. Какими он видит ваши отношения в будущем? Как он видит вообще ваши отношения в будущем? Как он видит ваши отношения в будущем? Гармония, романтика, движение вперед к общим целям. Вы знаете, очень много фигурных карт и любовники, тройка кубков. Очень часто бывают эти карты с сигнификаторами треугольников. Но в данном случае я даже не хочу читать эти карты как треугольники, потому что у вас здесь действительно очень все гармонично. Те, у кого присутствуют третьи лица, здесь человек от треугольников отказываться не намерен. Но в целом у большинства здесь отыграется, что у вас стабильные, хорошие, нормальные партнерские отношения. И вот эти любовники, да, карта влюбленных и тройка кубков здесь символизируют то, что вот к этим разногласиям вы все-таки сумеете прийти, вы сумеете договориться, сумеете удержать ситуацию под контролем
двигаясь вперед к общим намеченным целям. И компромиссы здесь будут найдены. Причем найдены здесь без каких-то конфликтов, а вот именно полюбовно, с общего согласия, с понимания того, что действительно вы на одной волне и действительно вам нужно двигаться вперед, стараясь огибать все вот эти острые углы. На самом деле здесь нет фактически вообще ни одной мечевой карты, за исключением мечевого туза. Это символ победы. Поэтому первая позиция — очень хороший расклад. Замечательные партнерские отношения, любите друг друга, стоите друг друга. Пусть дальше так все и продолжается. Благодарю единички. Буду благодарна за обратную связь. И мы с вами идем ко второй позиции. Давайте посмотрим, какие же отношения его глазами у двоечек. Ваши отношения его глазами. Итак, как он к вам относится, двоечки? Как он к вам относится? Ой, а здесь ревность. Какой-то вот, знаете, вот недоволен. Ревность на почве страсти. Вот прям готов, знаете, как-то стараться для вас, покорять вас, завоевывать. Ты мое сокровище, ты мой трофей, я тебя покорю. Я сделаю все, я брошу все к твоим ногам. Но ты должна принадлежать только мне. Здесь такой Отелло у двоечек, прям вот ревнивый. И все должно быть так, как он, собственно, говорит. Здесь, судя по всему, он не приемлет критики в свой адрес. Как, по его мнению, вы к нему относитесь? Как вы к нему относитесь, двоечки? Тяжело. Он понимает, что он вас угнетает. Он понимает, что когда-то он причинил вам боль. И вот этими своими ревностными такими поступками он исчерпал ту чашу терпения, которая у вас была. Да, вы ждете, вы терпите, вы действительно терпеливы, но ваше терпение, оно на последнем издыхании. Именно поэтому он и готов сейчас стараться для вас, как-то вас умасливать, уговаривать, завоевывать, потому что понимает, что он наломал дров. Но не факт, что в будущем он этих же дров не наломает. И вы потому и заняли сейчас некую такую выжидающую позицию, потому что понимаете, что он может наступить на те же грабли. И в этом вся сложность, в этом весь подвох. Как он видит ваши отношения сейчас? Давайте посмотрим. Как он видит ваши отношения сейчас? Семья, партнерство, десятка пентаклей. Это то, что держится на стабильной основе. Это то, что должно обрести новую какую-то страничку. Это то, что держится на стабильности. Он понимает, что никуда вы друг от друга не денетесь. Сколько бы он ни косячил, здесь все держится на стабильности. Но он понимает, что да, чашу терпения он, того и гляди, сейчас переполнит. Поэтому, собственно, он весьма осторожен, может быть, сейчас. И понимает, что ему нужно постараться и попотеть для того, чтобы привести все, что между вами, в баланс. Но он очень ценит то, что между вами на самом деле есть. Потому что это про стабильность сейчас. Это про благополучие и успех в будущем. И он понимает, что те моменты, которые вас связывают, их нужно беречь. Именно они являются залогом благополучия и успеха и его, и вашего в дальнейшем. Что ему нравится в ваших отношениях? Что ему нравится? Нравится то, что есть выбор. Нравится то, что есть любовь, взаимопонимание. Здесь ничего не делается из-под палки. Здесь такой союз, когда действительно есть чувства, есть стабильность, есть семья. И какими бы ни были вот эти сложности, здесь всегда будет возможность выбрать и решить, каким же будет ваш дальнейший путь. И он знает, что вы всегда его поймете, вы всегда его примете, простите,
и дадите вот этот тыл, дадите вот эту стабильность. У многих здесь вот именно семья, либо совместное проживание, и это человеку на самом деле ценно. Просто у многих здесь товарищ как-то, вот знаете, накосячил, и поэтому будет стараться вот сейчас, как я уже сказала, все исправить. А что ему не нравится в ваших отношениях? Что ему не нравится в ваших отношениях? Вот вы знаете, та боль, тот дискомфорт, он ввел вас, вот именно вас больше, да, женщину, в состояние нересурсности. И для того, чтобы исправить вот эти вот болячки, да, залечить болячки, исправить ситуацию, здесь нужно действительно постараться и попотеть. И придется позаботиться, ему придется сделать какие-то шаги навстречу, пойти на уступки, потому что он понимает свою вину. И он понимает, что виноват он сам в тех моментах, из-за которых вы сейчас испытываете вот эту вот тяжесть, из-за чего вы осторожничаете в отношении него. Вы боитесь, как будто бы, знаете, вот вы заняли выжидающую позицию и боитесь на 100% ему сейчас, вот знаете, дать ту волю, которая была ему изначально дана. И он понимает, что сейчас действительно придется признавать свои ошибки, придется исправлять эти ошибки, придется действовать таким образом, чтобы это все сгладить и исправить. Вот это действительно такой вот один из негативных моментов. Но опять же, он уверен, что все вы ему простите. Он уверен, что всегда вы его поймете, примете, и во имя стабильности здесь все вернется на круги своя, на положительные круги своя. Давайте посмотрим, как он видит ваши отношения в будущем. Ваши отношения в будущем. Победа, только победа. Он полностью уверен в своих силах. Он знает, что для того, чтобы идти к успеху, вам нужно партнерство. Вы нужны друг другу. Абсолютно, вот целиком и полностью нужны. Будут перемены. Возможно, ваши отношения имеют цикличный формат, да, накосячил, потом опять исправил, накосячил, потом опять исправил. Такое тоже возможно. Но в большинстве случаев он понимает, что эти перемены, они будут к лучшему. И у многих человек-партнер надеется на то, что ошибки действительно не повторятся, и он сможет сделать правильные выводы из тех поступков, которые он совершил, из тех уроков, которые преподнесла ему ваша жизнь, ваша ситуация. И он уверен в том, что будет победа на почве того, что вы друг другу нужны. Он нужен вам так же сильно, как и вы нужны ему. И он будет стараться делать все для того, чтобы вернуть ваше расположение, доверие и такие вот, знаете, вот благополучные, доверительные взаимоотношения. Такой был у нас второй вариант. Идем к троечкам. Благодарю двоечек за просмотр, благодарю за обратную связь. Идем к третьему варианту. Ваши отношения его глазами. Итак, как он к вам относится? С огромным уважением. Он знает, что вы лучше всех. Вот он, знаете, у него, судя по всему, была возможность смотреть либо на чьи-то отношения, либо самому сравнивать, да, вас и тех женщин, которые были в его жизни до вас. И он понимает, что вы лучше всех. У вас много общего, общие цели, общее прошлое, общее настоящее. И нужно идти дальше. Дальше для того, чтобы иметь вот эту вот стабильность, потому что рядом с вами он чувствует себя стабильно, комфортно. Пентаклевый король, мужчина уважаемый, мужчина статусный, при положении, при деньгах, при стабильности, при всем, что сочетается и ассоциируется со словом благополучие. Как, по его мнению, вы к нему относитесь? Как вы к нему относитесь? Опять же, пара, да, как пентаклевая королева, как жена к мужу. Здесь у многих на супруга вы смотрите, либо на постоянного своего спутника.
Вы учите его очень многому, понимаете? Вы для него действительно, вот именно самое лучшее, вы для него как муза, что ли, как наставник больше. Он может, знаете, вот благодаря вам он обретает вот эту стабильность, но рядом с вами он может быть таким, знаете, вот где-то ребенком. И вы прекрасно знаете его с той стороны, что он ребенок, он может себя вести весьма необдуманно, и вот эту мудрость и этот успех вы ему даете, вы его наставляете, но при этом вы, судя по всему, тоже на каких-то его поступках обжигались, и по семерке жезлов здесь, знаете, вы как будто бы от него закрыты. А почему? Карта повешенный. Тупиковая ситуация, когда нужно совершать какие-то перемены. Вопрос решится временем. У вас тоже какая-то не очень положительная ситуация, когда нужно чем-то жертвовать. Так как продолжалось раньше, быть уже не может. И здесь вот именно в светлое будущее нужно идти через перемены, от чего-то отказываться и оставлять то, что на самом деле актуально. Но здесь во многом, знаете, вопрос времени. Судя по всему, тоже товарищ где-то сумел накосячить, и зная его слабые стороны, вы как будто бы, знаете, предостерегаете себя от повторения вот этих же ошибок, которые он раньше совершил. Как он видит ваши отношения сейчас? Чувства есть. Семья, стабильность, стабильные отношения, которые ничего не может разрушить. Но вы зашли в тупик. Зашли в тупик, скорее всего, он что-то здесь, вот знаете, накосячил. Здесь, повторюсь, здесь вот перемены какие-то нужны, но это вопрос времени. Это со временем решится. А пока такой вот небольшой момент, который заставляет вас пока пребывать в режиме ожидания. Карта Солнца. Каждый ставит себя на первое место. Он понимает, что ему должно быть хорошо. Как бы сильно он вас не ценил, он эгоист. Вы, в свою очередь, поняли, что как бы сильно вы его не любили, вы тоже должны думать о себе. Вы заслуживаете счастья. Поэтому вы поняли, что себя нужно ставить на первое место. Именно поэтому настал вот этот вот тупик, из которого нужно выйти через вот некую такую трансформацию. А на текущий момент это сделать не получается, нужно какой-то период времени подождать. Возможно, есть события, которые зависят не от вас, которые должны просто случиться, и уже исходя из этих событий вы будете решать, как дальше двигаться. Что ему нравится в ваших отношениях? Что ему нравится в ваших отношениях? То, что есть к чему стремиться. Есть новая страничка, которая неизменна, которая неизбежна. Он считает, что он всегда все в ваших отношениях решал, и так дальше и будет. Он всегда будет принимать решения в ваших отношениях. На текущий момент период некой такой паузы, некого затишья для того, чтобы восстановить силы, привести себя в порядок, для того, чтобы вот подождать тех событий, которые будут влиять на то, что будет дальше. Но он понимает, что очень многое зависит от него. И у него здесь действительно есть рычаги давления, рычаги воздействия, рычаги управления на то, что будет между вами дальше. А что не нравится ему в ваших отношениях? Что не нравится ему в ваших отношениях? Дьявол. Вот эти ограничения, без которых невозможны перемены. Ой, здесь прям 3 старших аркана. Смотрите, у кого-то человек вот просто оступился, обманул вас, у кого-то предательство, измена, но он понимает, что именно этого, скорее всего, поступка вы и боитесь в повторении. Причем он знает, он уверен в том, что вы знаете, что он совершил это не со зла, по глупости, по дурости. Тем не менее, он понимает, что вот этот его поступок, он несколько поменял ситуацию. Не обязательно, у кого-то здесь действительно измена отыграется, у кого-то просто ситуация, когда он оступился, попал в какой-то капкан. И этот момент
он несколько переломил структуру ваших отношений, завел отношения в некий тупик. Но, смотрите, он обычно привык сам всегда принимать решения в ваших отношениях, быть у руля. А на текущий момент вот эту позицию переняли вы. И ему с вами не тягаться. Он всего лишь король, а вы императрица. На текущий момент вы как будто бы на ступень, а может на несколько ступеней выше, чем он. И на текущий момент решать будете полноправно вы, что будет дальше. Не он будет решать, а решать будете вы. И он это прекрасно понимает. А как он видит ваши отношения в будущем? Все стабильно. Он уверен в том, что все останется так, как было. Благополучие, все вернется на круги своя. Но будут преследовать страхи, о которых, собственно, сказали чуть ранее, да, о которых я сказала чуть ранее. Вы как будто бы будете остерегаться совершения им тех ошибок, которые были сделаны здесь по дьяволу. Вот оступился человек. Вы сохраните стабильность, никуда вы друг друга не отпустите. И, в принципе-то, все хорошо будет, но вот этот вот эмоциональный дискомфорт, он будет присутствовать, он будет сохраняться. Но он уверен в том, что есть все шансы для того, чтобы вернуть гармонию и комфорт в ваши отношения. Он действительно в себе уверен, а еще больше он уверен в вашей мудрости, в вашей стабильности, потому что он знает, тройка пентаклей, ты лучше всех. Он сумел убедиться в том, что вы действительно его подарок судьбы, вы счастливый шанс. И вы своим огромным добрым сердцем сумеете удержать ситуацию на плаву и всегда сумеете вырулить и направить его в нужное русло. Более того, здесь вы, как он сам видит, у руля, и в ваши руки сейчас переходят вот эти вот глобальные, так скажем, бразды правления. Благодарю троечек за просмотр. Благодарю всех за обратную связь. Буду рада вашим подпискам, лайкам и комментариям. До встречи с вами в новых видео. Всего доброго.